Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. На календаре середина марта, на градуснике 8 градусов тепла в тени и, наверное, все плюс 15 на солнце. На часах час дня. В этом ролике мы с вами пройдемся по одному из самых злачных мест Киева. Как вы думаете, что? Барабанная дробь? Конечно же, это гидропарк. Говорят, есть пословица, поговорка, фраза: «Жизнь дала трещину, переехал на Троещину». Многие считают на сегодняшний день Троещину неким злачным районом Киева, но сегодня речь про гидропарк. Еще пару десятков лет тому, я помню, в детстве катались на аттракционах в гидропарке с родителями. Сейчас мало что от тех аттракционов осталось. Если я найду какую-то фотографию того аттракциона, который на тот момент мне казался просто адом, ставлю. Посмотрите, как этот деревянный аттракцион, деревянные американские горки выглядели. Сразу хочу сказать два момента. Первый момент. В этом ролике вы не увидите цен. Ну, может быть, где-то какие-то цены мы будем проходить, но вы не увидите, можете сразу переключать, если не хотите эту прогулочку видеть. И второй момент, я хочу выразить каждому из вас респект, благодарочку за то, что смотрите мои видео, за то, что реагируете, да, лайком, подпиской или комментарием. Это ценно и это важно. Важно в первую очередь для меня. Ну а если вам интересен данный контент, то вы, конечно же, можете подписаться, чтобы не пропускать эти видео. Мы вышли из метро. Метро вон там, вон вдалеке находится. И мы идем в сторону противоположную аттракционам. Мы с вами посмотрим пляжи. Слева у нас детский пляж, справа у нас там будет взрослый пляж. Мы с вами посмотрим тарзанку. Мы с вами спустимся непосредственно к пляжу, посмотрим, как его на середину марта уже облагородили, не облагородили и в принципе что тут творится, потому что, честно скажу, я тут не был, наверное, несколько лет. Хотя нет, вру, в прошлом году, то ли весной, то ли осенью захаживали мы сюда, но погода была такая себе не очень, и поэтому это было таким набегом. Детский пляж, вот тут вот за заборчиком, да, вот там вот за заборчиком, там, где сейчас сидит какая-то бабушка там с дедушкой, вот это вот кусочек детского пляжа. Отличие, что там близко медпункт, отличие в том, что там очень пологий спуск для детей, то есть вплоть до 3-летних очень пологий. И отличие в том, что летом, кроме огромного количества детей, там также огромное количество, почему-то, я не знаю, бабушек с дедушками. Вот это единственное отличие. Им там, наверное, комфортно. Это у нас Венецианский мост через Венецианский пролив, протоку. Слева вот такая банджи. Высоту не знаю, поставлю вам ссылочку, сносочку, циферку. Летом очень активно пользуются джамперами. Есть пешеходный мост, оттуда тоже прыгают, но и тут тоже можно пощекотать себе нервы. Как видите, на сегодняшний день погода способствует просто солнечным ваннам. Вон я вижу даже вдалеке, вот там, где где деревянное сооружение с красным крестом, медпункт. Там сидит два мужика уже в плавках. Представьте, в плавках. Я в шапке, потому что задувает. Ну, то есть погода хорошая, но поддувает. А они в плавках уже. Летом тут просто скопление народу, то есть тут просто кишло народу. Тут плавают сапы, тут плавают какие-то катамараны не плавают, сапы, лодки мелкие. То есть крупные лодки сейчас запрещены, но сапы разрешены. Слева от моста, по которому мы сейчас идем, там как раз прокат этих самых сапов
и этот остров, гидропарк остров же, можно оплыть и приплыть сюда. Есть те, которые, видите, уже возвращаются домой. Дедушка! Дедушка! Есть те, которые уже заправились, видимо, празднуют выходной день, воскресенье сейчас за бортом. Есть те, которые только-только выдвигаются. Чем славится это место в принципе? Кроме того, что когда-то оно считалось злачным, да и сейчас, если кому-то скажешь, поехали в гидропарк, то люди, покрутят, скорее всего, только у виска. Чем оно славится? Оно славится вот этими вот тренажерами. Тренажеры под открытым небом. Такого в Украине, мне кажется, больше нет нигде. Возможно, даже в Европе. Те тренажеры, которые размещаются на пляжах, просто точечно, они ни в какое сравнение с реально плантацией, полем тренажеров, которые тут находят. В свое время через день, наверное, сюда ходил, не потому что какая-то жаба давила, да, там за спортзал платить, потому что это совсем другая атмосфера, это совсем другой подход, это совсем другой воздух. И сразу с тренажерчиков можно перебежать чик-чик-чик-чик и окунуться в Днепре, что многие делают. Вот эта вот площадочка, тут больше такие турнички, такой такие для любителей покрутиться, поподтягиваться, брусья и турнички. А вот дальше, сейчас мы с вами туда заглянем, не будем там прямо массово всех раздражать, потому что, вспоминая себя, когда ты занимаешься и перед тобой там лазят с телефоном или с фотоаппаратом, или с камерой, это реально немного раздражает. Но сбоку мы подойдем, посмотрим объемы. А потом вернемся сюда и пройдемся по набережной. Примем солнечные ванны, посмотрим на людей, посмотрим на загар тех, кто уже на середину марта имеет такой, который некоторые не имеют даже на середину августа. Тренажеры бесплатные. Ходит человек, собирает, назовем так, донаты, да, потому что весь этот металл, он собирается на ровном месте. То есть это какие-то остатки, какие-то огрызки всего, что плохо лежало, какие-то трубы, какие-то все остальное. Вот так вот выглядит тренажерный зал под открытым воздухом. За годы тут особо так визуально ничего не изменилось, но количество новых появилось даже невооруженным взглядом видно. Но я, знаете, вот сейчас иду, как будто телепортировался лет на 20 назад. Вот так вот выглядит тренажерный зал в гидропарке под открытым небом. Крыша, потому что сюда, в принципе, приезжают люди и в дождь, и в снег, и зимой, и летом. То есть вообще никакого ограничения на посещение нету. И люди просто, занимаются, приходят, занимаются. Все привинчены, прибиты от минимальной, видите, да, 15 кило, и пошло на максимальную там 20 и 25 килограмм. Почему человек должен, да, ходить в зал, если есть такое крутое место, если есть такое солнечное, теплое место под открытым небом, под открытым воздухом? Когда я только сюда приходил, только начинал ходить, я на некоторые девайсы стоял, смотрел и думал. То есть если подобный девайс, ты плюс-минус понимаешь, да, как он работает там на трицепсы, на бицепсы, то некоторые девайсы ты стоишь и думаешь, да ё-моё, как он работает. Я не говорю конкретно про это, там есть и похлеще. Вот посмотрите, территория. Огромная территория, причем она туда идет вглубь, но количество хватит даже в самый загруженный день лета. В отличие от, наверное, самого большого спортзала, какого-нибудь спортлайфа, где просто очередь на самую примитивную штангу. Так, возвращаемся мы если так можно сказать, на набережную.
Вот Венецианский мост через пролив. И идем по набережной. Видите, очень удивительно, как может преобразиться одно из самых злачных мест Киева. Пляж с отличным песком. Я не знаю, после зимы просеивали они его, не просеивали. Вот, давайте сюда перейдем. Посмотрим, что нам тут предлагают. Чистенький пляж. Нету никаких окурков, никаких потусторонних предметов. Люди гуляют, дети гуляют. Есть место для спасателя, который бдит за плавающими. Будки спасателей, как я вижу, через каждые, метров, наверное, 100 вот размещаются. Видите, одна, потом вторая идет, потом третья. Есть раздевалочки и есть вот для бутылок, для пластика вот такие вот рыбки интересные. Вот такая вот рыбка, в которую вкидывают пластик. Пластик можно перерабатывать. Да, мы еще далеки до Европы, где каждый пластик, да, там черная бутылка в один, светлая бутылка, да, прозрачная в другой, но пластик, его можно перерабатывать, стекло можно перерабатывать, пищевые отходы, можно все перерабатывать. Вот, люди загорают, принимают ванны. Кто был в горах, в каких-нибудь Альпах на высоте 3000 метров, понимают, что реально даже при минус 10 можно сгореть. Поэтому сейчас даже при плюс 8 в тени, наверное, плюс 15 где-то на солнце, реально тоже можно сгореть. Вот вывеска касательно этого пляжа. С 10 до 7 вечера он работает, ставят флаги, когда можно купаться, когда нельзя купаться. Что тут нельзя? Нельзя курить, нельзя распивать, нельзя сжечь, нельзя с животными, нельзя ловить рыбу. А это я не знаю. Нельзя, наверное, громко слушать музыку. Вот даже есть, смотрите, маркет. То есть удобно максимально, если ты собираешься на пляж. Да, тут летом, наверное, будут цены повыше, чем в магазине. Так сложилось, что ты забыл что-то прикупить, когда пришел на пляж. Вот заходишь в маркет и смотрим. Киса много нюхает с черным носом. Киса большая, упитанная. Так, что у нас тут? Допустим, вот молоко, да, молоко 2,5, 44 гривны. По сути, оно в магазине так и стоит. Гамбургер 54 сэндвич. Колбаска какая-то, сосисочки на огне, да, 73. И сырки плавленые, да, для совсем сурового 19 гривен. Что у нас по пиву? По пиву у нас 42, средняя цена где-то 42, 43, 48. Хайк 41 за 0,5, в баночке 42. Вот такие вот цены. Если водичка обычная, оболонская 25, большая 2-литровая 27, соки, миринда 27 маленькая, кола маленькая 26, 22, спрайт, фанта в баночке 22 гривны. Я бы не сказал, что как-то сильно отличается от магазинных цены. Там алкоголь, даже есть квас и лимонад. За прилавком там более суровые. Водка, вино и все остальное. Так, друзья, двигаемся дальше. Слева у нас подготовка. Это теннисный корт. Нет, не теннисный, вру. Это баскетбольная площадочка. Вот так вот она выглядит. Появляются велосипедисты на улицах города, все больше и больше появляется прокатных самокатов. То есть, если еще неделю назад их не было вообще, вот от слова совсем, мне бросается в глаза. Почему? Потому что я передвигаюсь у меня есть моноколесо, и все вот эти электронные девайсы, которые появляются с наступлением весны, они мне реально бросаются в глаза. Потому что, когда ты зимой катаешь, по сути, сам, людей на улицах, на прокатных самокатах, на моноколесах, их просто раз-два и обчелся.
Кто-то бегает, кто-то прыгает. Тут, если я правильно понимаю, это то ли для питьевой водички, то ли тут будет душик. Место спорту гидропарк. Это пляжный футбол, тут проводятся и чемпионаты всякие. Ну, вообще, вот с точки зрения спорта, спортивных каких-то развлечений, чемпионатов, вот эта локация, не конкретно это, а вообще гидропарк, она, ну, вполне вообще достойна, потому что точек куча. Вот смотрите, вот тут вот, да, пляжный футбол, причем нормально все достойно выглядит и сетка по кругу. Вот там вот вдалеке, сейчас мы обойдем, тоже туда подойдем, там более массивный стадион. Огромное количество, огромный вот парапет длиннющий, где можно посидеть, вот там вот, где сейчас девушка укачивает ребенка, то есть вообще не проблема. Пластик. Радует, что пластик, потому что все металлические горки, сколько я их видел, они на стыках становятся со временем очень опасны. Вот такая вот горочка пластиковая. Вот с той стороны, если вам видно, вывеска, надпись «Парк миниатюр», он называется парк, ну, в Киеве миниатюр. Вставлю вам фотографию, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И вот там вот с той стороны ходят люди. Может показаться, может выглядеть, что это как будто какое-то кладбище, но нет, это вот такой вот парк. Тут в гидропарке огромнейшая территория, потому что вот этот сам остров, где мы сейчас находимся, гидропарк, да, он начинается вот от Венецианского моста, и даже за Венецианским мостом тянется и уходит аж туда, за угол. Вот еще сыграют люди, пока есть солнце. Потому что по погоде, честно говоря, вот я смотрел, в Киеве на ближайшую неделю снова передают приход зимы, снова передают похолодание, там чуть ли не до +3 и дожди. Поэтому, как говорят, живем как на вулкане. Каждым солнечным днем, как в Норвегии. Каждым солнечным днем нужно пользоваться. Вышло солнце, собрались, спаковались и выдвинулись на пляж. Кто-то уже готовит жарить шашлыки. Побольше углей, побольше мяска. Кто-то просто с детьми вышел позагорать, половить рыбу. Будем идти вот влево уже в направлении метро, уже по этой стороне, не по берегу, а по этой стороне. Ну а для интереса вот давайте посмотрим буквально 1 минуту вашего времени, если не хотите, просто перемотайте быстрее, на тренировку детишек футбольную. Вот так вот выглядят сидячие места, и вот так вот выглядит стадион. Отличная трава, искусственная трава, смотрите, супер вообще. Первый раз тут нахожусь. Зайдем повыше, чтобы угол у нас был побольше. Ворота слева, раз, ворота по центру 2 и ворота справа 3. На той стороне тоже у нас есть, видите, для зрителей сиденья. Ох, мяч выше. А если вы более внимательно присмотритесь, то вы увидите количество полей. Смотрите, считайте. 1, 2, за ним 3, вот там вот, и за ним еще 4. Может быть, вам не так видно, но я считаю 1, 2, 3, 4 вот таких вот поля. Ну что, пошли дальше. В прошлом видео я ходил по рынку на Лесной, и в котором бдительный охранник запретил снимать видео. Там, вот посмотрите объемы. Там туалет есть, да, там парковочка, тут парковочка, везде парковочка, тут асфальтированная парковочка, спортивный комплекс. Тут, видимо, судя по всему, кафешка, которая будет работать туда ближе к лету, даже есть навесики. Вот такие вот навесики.
деревянный. Раз, два, три навесика. И кафешка. Вон там вдалеке, видите, тоже огромная парковка автомобилей. И там даже трактор стоит, который, я думаю, что расчищает площадь для очередной парковочки. Для вот этого вот огромного, ну, если не стадиона, то огромной такой вот арены. Посмотрите, в высоту. Это, наверное, раза в 3 выше, чем там, где мы только что были. І вивіска «Чемпіонат міста Києва з пляжного футболу». Там проводится. Знаете, чего вот бросается в глаза, чего тут не хватает? Тут не хватает, ну, какого-то минимального тротуара, какой-то минимальной обочины для пешеходов. Вот смотрите, идут люди, они теснятся. Они теснятся влево, то есть по песочку, по бровочке. Почему? Потому что тут ездят машины, а учитывая хороший асфальт, они смещаются. То есть, если проезжают 2 машины рядом, то людей вообще просто выкидывает на метр в бок. Нехорошо получилось, когда прокладывали эту идеальную дорогу и не учли, собственно, пешеходов. Во многих моментах город строят для автомобилей, а не для пешеходов. А должно быть наоборот. На этом наше видео подошло к концу. Я повторюсь, что если вы хотите услышать, узнать, увидеть о каких-то конкретных ценах, конкретные локации, конкретные места, обязательно напишите об этом в комментах, что бы вы хотели, чтобы я заснял. Не забывайте палец вверх для поддержки, не забывайте коммент, дайте обратную связь и не забывайте про подписку, потому что я удивлен, если вам данное видео в принципе интересно, почему вы до сих пор не подписались. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.